Добрый день, уважаемые абитуриенты! Сегодня мы с вами будем говорить о том, как нужно готовиться к творческому экзамену. Прежде всего, вы должны помнить о том, что целью творческого экзамена является изображение конструктивного рисунка, конструктивный анализ геометрических тел. И очень часто абитуриенты, приступая к работе, сталкиваются с рядом ошибок. И первая ошибка – это, конечно же, связана с компоновкой предметов на формате листа. Прежде всего, вы должны научиться грамотно компоновать предметы. Что такое грамотная компоновка? Прежде всего, ваши предметы должны быть соразмерны формату вашего листа, они не должны быть слишком маленькими или слишком большими. И очень часто абитуриенты изображают, иногда изображая предметы, смещают их вправо или влево, тем самым нарушая равновесие композиции. Поэтому вы должны научиться правильно компоновать, потому что это также является критерием оценивания работы. Следующий этап и следующий совет при работе над творческим экзаменом, над конструктивным рисунком, вы должны правильно уметь определять пропорциональное соотношение предметов между собой. Пропорции нужно определять методом визирования, то есть сравнивать высоту предметов с шириной, соизмерять соотношение предметов между собой, соотношение частей предметов между собой. Только в этом случае, когда вы научитесь грамотно определять пропорции, вы сможете все правильно изобразить. Следующий момент – это, конечно же, непосредственно сам конструктивный рисунок, грамотное построение предметов, выявление конструктивных особенностей. Что такое конструктивный рисунок? Прежде всего, вы должны научиться анализировать конструкцию предметов, выявлять те линии, которые глазу не видны, но они составляют структуру того или иного предмета. Все эти линии построения, осевые линии, все они остаются на работе, тем самым мы видим, как абитуриент умеет объемно-пространственно мыслить. Работая над творческим экзаменом, над конструктивным рисунком, очень важно определить линию горизонта. Линия горизонта располагается на уровне смотрящего и меняется относительно позиции зрителя. И если вы правильно изначально определите линию горизонта, то от этого будет зависеть, насколько правильно и точно вы построите предметы в перспективе. Потому что, как вы знаете, по закону перспективы все линии параллельные, они стремятся к точкам схода, которые располагаются как раз-таки на этой линии горизонта. И очень часто абитуриенты как раз не могут правильно определить эту линию горизонта, поэтому очень важно этому научиться. Творческий экзамен по рисунку, конечно, очень сложный экзамен, и к нему надо очень упорно и тщательно готовиться. Но я верю, что если вы будете очень стараться, то вы успешно сдадите экзамен по рисунку и поступите к нам учиться. Желаю вам удачи!